Это один из самых известных и любимых романов Стивена Кинга. Опубликованная в 1986 году, эта история следует за дьяволом-оборотнем, который часто принимает облик танцующего клоуна Пеннивайза, чтобы терроризировать и есть детей каждые 27 лет. Мы собрали график всех событий, происходящих в Оно с момента своего первого появления на Земле, вплоть до настоящего времени. До появления человеческой цивилизации. Пеннивайз на самом деле существует дольше, чем все человечество. Это древнейшее космическое существо, которому миллиарды лет. Оно возникло в другом измерении, известном как макровселенная за пределами нашей Вселенной. В доисторические времена оно попало на Землю на астероиде, приземлившись в месте, на котором через миллионы лет возник городок Дерри в штате Мэн. Племенная группа столкнулась с Оно и попыталась победить его, используя ритуал Чуть. Они потерпели неудачу. 1719. Городок Дерри был основан 91 человеком, официально создав город Дерри. К той зиме исчезли все 91 человек, и только след окровавленной одежды намекал на их останки. Это, вероятно, первый зарегистрированный инцидент, который можно проследить после нападения Оно. 3 апреля 1908 года. Во время ежегодной городской охоты за пасхальными яйцами взрыв на металлургическом заводе Дерри унес жизни более 100 человек, в основном детей. 1935. Резня банды Брэдли произошла в Дерри, где были убиты 5. 1962. По словам Бена, «Черное пятно», клуб для чернокожих военнослужащих, было сожжено дотла российским культом. Что это за черное пятно? Это ночной клуб, в котором был пожар, и там сгорела куча народу. Октябрь 1988 года. Хотя это незадолго до следующего 27-летнего цикла «Оно», это наш первый взгляд на Пеннивайза в первой главе. Молодой Джордж Денбро играет с бумажным корабликом, сделанным для него его братом Биллом. Он теряет кораблик в канализации и сталкивается с Пеннивайзом, когда он пытается вернуть его. Смерть Джорджа от зубов Пеннивайза стала катализатором этой истории. 25 мая 1989 года. Бетти Рипсом пропадает. Ее тело никогда не находят взрослые, но дети находят его по частям в доме Нейболта. Июнь 1989. Между тем, в последний день обучения в средней школе Билл и его друзья Ричард Тазьер, Эдди Касбрак и Стэнли Урис столкнулись с хулиганом Генри Бауэрсом и его бандой. В то же время Беверли Марш, молодая девушка, над которой издевается отец, и в школе хулиганы обзывают ее шлюхой, сталкивается с добрым и толстоватым мальчиком по имени Бен Хэнском, который тайно влюблен в нее. Выполняя доставку мяса, Майк останавливается у старого бара под названием «Черное пятно», где он встречает жуткое явление Пеннивайза. Прежде чем Генри с друзьями на автомобиле не проезжают почти по нему, случайно вырывая того из видения. Билл, все еще горюющий и обвиняемый в исчезновении Джорджи, испытывает недостаток внимания родителей, так как те тоже сильно горюют. Обнаруживает, что тело его брата, возможно, попало в болотистую пустошь, соединенную канализационными сетями, известную как степи. Бен направляется в библиотеку и находит книгу об истории городка Дерри и обнаруживает, что в течение сотен лет город страдает от таинственных необъяснимых трагедий и исчезновений детей. Его заманивают в подвал Пеннивайз, от ужасов которого ему еле-еле удается убежать. Существо также преследует Стэна в виде двигающегося изображения жуткого существа на картине. Генри и его друзья ловят Бена и издеваются над ним. Бен убегает в степи. В то время как Билл, Ричи, Эдди и Стэн находят кроссовки пропавшей девочки по имени Бетти Рипсон во время поиска Джорджи в канализации. Один из хулиганов Бауэрса, Патрик Хокстеттер, заходит в канализацию в поисках Бена, и Пеннивайз убивает его. Бен сталкивается с Биллом и другими мальчиками, которые ведут Бена в местную аптеку, где они встречаются и знакомятся с Беверли. По дороге домой Эдди атакован Пеннивайзом в образе гниющего прокаженного. Беверли слышит голоса нескольких пропавших детей, в том числе Патрика, раздающиеся из ее раковины. Она пытается измерить глубину раковины рулеткой, засовывает ее на несколько метров, и та на что-то натыкается. Беверли вытаскивает рулетку, к концу которой пристало несколько окровавленных длинных волос. Волосы хватают ее за руки и голову, тянут к отверстию в раковине, и фонтан крови выплескивается ей в лицо и забрызгивает комнату. Ее отец приходит на крик, и Беверли понимает, что он не видит кровь, залившую все вокруг.
Билла заманивают в подвал его дома призраком Джорджи, который оказывается на самом деле замаскированным Пеннивайзом. Группа, которые теперь называют себя клубом неудачников, приходят к общему выводу, что они терроризируются одним и тем же существом. Затем они обнаруживают банду Генри, избивающую Майка, и спасают Майка, закидывая банду камнями. Июль 1989 -го. Собравшись в гараже Билла, клуб приходит к выводу, что Пеннивайз использует канализацию, чтобы скрытно передвигаться. Группа отправляется в дом на улице Нейболт, в котором, по выводам Билла, скрывается оно. Используя свои способности менять облик, оно разделяет группу и пытается их забрать по одному. Беверли лупит палкой для забора Пеннивайза по голове, заставив его убежать через колодец в подвале дома. Приходит мать Эдди и ужасается травмам, полученным ее сыном, уводя его. В клубе начинается разлад, а Ричи, Стэн и Майк слишком напуганы и не поддерживают Билла, когда он настаивает, чтобы они продолжали преследовать Пеннивайза. Август 1989 -го. Беверли, обороняясь, убивает своего отца, когда тот пытается изнасиловать ее. Затем появляется Пеннивайз и похищает ее. Билл использует возможность собрать неудачников вместе, и они отправляются спасать Беверли. В свою очередь, оно меняет сущность Генри, который постепенно теряет здравый рассудок, дарит ему клинок и принуждает его убить своего отца, а затем отправляет его перехватить неудачников. В дом на Нейболт приходит Генри и пытается убить Майка, которому удается сбросить его в колодец, где тот, скорее всего, разбивается насмерть. Пеннивайз ловит Стэна и начинает было есть его, но остальные преследуют его. Затем они находят логово Пеннивайза, где находятся Беверли и другие пропавшие дети в стазисном состоянии, обездвиженные и не реагирующие ни на что. Бен целует Беверли, что возвращает ее к нормальной жизни. Пеннивайз пытается обмануть Билла, прикинувшись Джорджи, но обман не удался. В драке он хватает Билла и пугает других детей. Он предлагает оставить в живых других неудачников, если они позволят ему оставить себе Билла. Вместо этого они атакуют его, объединившись в группу. Понимая, что у него больше нет власти над ними, Пеннивайз убегает. Плавающие в воздухе застывшие призраки детей уходят обратно в землю, а Билл и другие дети обнаруживают желтый дождевик Джорджи. Затем Билл плачет, смирившись со смертью Джорджи, в то время как другие утешают и обнимают его. Сентябрь 1989 -го. Беверли сообщает группе о видении, что они все через 27 лет снова будут сражаться с Пеннивайзом. Неудачники проводят ритуал клятвы крови, и каждый клянется, что вернется, если Пеннивайз снова появится. Перед отъездом Билл целует Беверли. 2016. Спустя 27 лет после первого фильма, в 2016 году, в городке Дерри проходит очередной веселый карнавал. Адриан Меллон, молодой гей, вместе со своим парнем Доном Хаггарти отправляются туда поразвлечься. Их запугивает и всячески издевается местная молодежная банда, возглавляемая Джоном Уэбби Гартоном, и Эдриан с Доном уходят оттуда. На обратном пути их подкарауливает банда и жестоко избивает их, а Адриана сбрасывают с моста в воду. Всплывая, он видит Пеннивайза на берегу реки, который предлагает ему помощь. Дон бежит вытащить Адриана из реки и успевает увидеть, как Пеннивайз кусает и вырывает сердце у Адриана. Майк Хенлон, единственный член клуба неудачников, который все еще живет в Дерри, прослушивая полицейские частоты, узнает об этом инциденте и бросается на место происшествия. Поняв, что появилось оно, Майк созывает остальных неудачников обратно в Дерри. Остальные члены клуба, которым сейчас 30 с хвостиком, уже все почти забыли свои детские приключения. Билл Денбро – успешный автор и сценарист, хотя у него есть проблемы с окончанием произведений. Беверли Марш теперь известный модельер, но несчастлива в браке, так как ее муж Том – та еще скотина. Бен похудел и стал успешным архитектором. Ричи стал известным комиком. Эдди – страховой эксперт и подкаблучник, а Стэнли Юрис – совладелец крупной бухгалтерской фирмы. Все взволнованы звонком от Майка, но соглашаются вернуться и встретиться в Дерри без особого энтузиазма, кроме Стэнли, который совершает самоубийство. Остальные члены неудачников встречаются в китайском ресторане Дерри. Открывая печенье с предсказаниями, они вместе находят загадочные записки, расшифровав которые, они получают фразу, намекающую на смерть Стэнли. Вскоре после этого начинают открываться оставшиеся печенья с предсказаниями, и из них вылазят всякие жуткие чудовища. Генри Бауэрсу удалось живым выбраться из канализации, однако по возвращении домой его арестовывают за убийство его отца.
В настоящем времени Генри находится в психиатрической больнице и при помощи Оно убегает. У неудачников намечается раскол, так как не все хотят связываться со злым клоуном снова. Но Майк рассказывает, что он встретил людей из индейского племени, научившими его ритуалу, который сможет навсегда покончить с Оно. Билл и Майк убеждают Ричи и Эдди остаться и закончить то, что они начали. Майк говорит, что для того, чтобы ритуал сработал, каждый неудачник должен принести что-то из своего прошлого, чтобы поместить его в древнюю глиняную посудину. Беверли отправляется в ее старый дом и находит пачку сигарет и любовное письмо, которое Бен написал ей. Потом Беверли сталкивается с Пеннивайзом, прикинувшимся старой леди. Пеннивайз нападает на Беверли, и та в ужасе убегает. Билл лезет в канализацию, где был убит Джорджи, и находит свой бумажный кораблик. Также он встречает юного мальчика на скейтборде по имени Дин, который говорит Биллу, что он живет в своем старом доме и часто слышит голоса в канализации. Билл говорит Дину уехать из Дерри и никогда не возвращаться, но мальчик отказывается. Бен идет в городскую среднюю школу и находит страницу из своего старого ежегодника, на которой из всего выпуска подписалась только Беверли. Эдди идет в аптеку и находит ингалятор, и, беря его, он вспоминает, что его мать была связана и жестоко избита прокаженным в подвале. Ричи отправляется в заброшенный зал игровых автоматов, где он находит старый игровой жетон, вспоминая о том, как над ним издевались, а потом на него нападает Пеннивайз и гигантская статуя Пола Баньяна. Ему тоже удается спастись. Неудачники добавляют к своему набору старую шапочку для душа Стэна. Когда Эдди приходит домой, сбежавший Генри Бауэрс наносит ему удар ножом по щеке. Эдди обезоруживает и сражается с Генри, и тот убегает, но подоспевшие Бен и Беверли не могут его поймать. Билл находит сообщение от Пеннивайза с надписью «Думаю, Дин тоже не сможет его попробовать» и понимает, что Пеннивайз идет за Дином на карнавал. Билл бежит туда и пытается найти Дина в зеркальном зале, но уже слишком поздно, и он может только наблюдать, как Пеннивайз пробивает зеркало и жестоко сжирает Дина к большому ужасу Билла. Билл, удрученный тем, что не смог спасти Джорджи и Дина, решает лично убить Оно. Остальные неудачники, убив Генри, отправляются за Биллом в заброшенный дом Нейблта. Внутри группу разделяет Пеннивайз, который принимает форму расчлененной головы Стэнли и издевается над клубом неудачников, а также оставляет пугающее послание, вырезанное на груди Бена, гласящее «Наконец-то дома». Группа, рискуя, отправляется в канализацию и в пустошь, где Майк начинает приготовления, необходимые для ритуала, включающие сжигание вещей, которые они собрали из своих старых воспоминаний. Майк инструктирует остальных, что делать. Ритуал оказался успешным, но красный шарик, возникший под крышкой глиняной посуды, вылетает и, увеличиваясь в размере, лопается, проявив огромную настоящую сущность Оно с паукообразными лапами с лезвиями. Пеннивайз заставляет Майка рассказать неудачникам, что он не рассказывал им о заключительной части ритуала, в которой каждый из них должен умереть. Неудачники попадают в кошмары, которые возвращают их к старым денькам в Дерри с ужасными воспоминаниями. Ричи почти убит, но Эдди спасает его, однако его, в свою очередь, смертельно ранит Пеннивайз. Неудачники снова сбиваются вместе и понимают, что Пеннивайз может быть убит, если они заставят его чувствовать себя менее страшным, чем он есть на самом деле. Неудачники оскорбляют его, что делает его физически все меньше и слабее, превращая в маленького клоуна, а потом они вырывают его сердце и уничтожают, все вместе, в конечном итоге убивая Оно. Ричи со слезами на глазах пытается спасти Эдди, но Эдди умирает от полученных ран. Пещера вокруг них начинает рушиться. Ричи пытается вытащить тело Эдди из пещеры, но другие его останавливают. Выжившие неудачники возвращаются в карьер, где они когда-то плавали вместе, и утешают Ричи по поводу кончины Эдди, а Беверли и Бен целуются. После уничтожения Оно, Билл начинает писать новую книгу. Майк рассказывает Биллу о письме Стэна, которое он написал каждому члену клуба неудачников перед смертью, в котором тот дает объяснение, почему он покончил с собой. Стэнли покончил жизнь самоубийством, чтобы убрать себя из уравнения, зная, что он не сможет помочь и будет только мешать им, а без него у них гораздо больший шанс на победу. Тем временем Бен и Беверли начинают встречаться, а Ричи возвращается к мосту, где он когда-то вырезал инициалы его и другого человека, и мы понимаем, что другим человеком был Эдди. Майк, выполнив долг, уезжает из Дерри.